всем нравятся Dodge Viper, Chevrolet Corvette и Ford GT. Однако не стоит забывать, что эти во многом имиджевые истории, созданные в свое время, чтобы поднять престиж компании, так никогда бы и не увидели свет, если бы соответствующие автопроизводители не зарабатывали деньги на массовых моделях. Массовых моделях, созданных вовсе не для покатушек с миловидными девицами по побережью океана. И не для того, чтобы превращать шины в сизый дым, а для простых повседневных задач, типа доставки детей в школу, а себя любимого на работу. Вот как раз об одной из таких рабочих лошадок на каждый день и пойдет речь в этом выпуске. Встречайте Dodge Durango. Durango появился на свет в 1997-м, заняв в линейке Dodge нишу, когда-то принадлежавшую легендарному в глазах любителей олдскульных мопаров первому барану Ram Charger, с которого началась история бренда Ram, о чем на нашем канале уже было отдельное видео. Durango был построен на той же рамной платформе, что и пикап Dakota, и в Chrysler Corporation этого даже не пытались скрывать. Новый автомобиль имел пятидверный кузов, что, по мнению разработчиков, должно было расширить рамки целевой аудитории. И они в конечном счете не прогадали. Несмотря на то, что Durango играл на том же поле, что и Chevrolet Blazer на пару с Ford Explorer, он был больше конкурентов по всем габаритам, при том, что абсолютно не выглядел громоздким на их фоне. В экстерьере читаются как современные той эпохи тенденции, так и тонкие отсылки к ретро. Такие, например, как передние крылья, расположенные ниже капота. Морду венчала массивная радиаторная решетка с характерным для того времени фирменным крестом, а узкие фары головного света добавляли облику серьезности. В первом модельном году за доплату был доступен третий ряд сидений, позволяющий таким образом разместить до 7, а то и до 8 пассажиров. Правда, по факту на бонусной галерке было невозможно проехать больше сотни километров и двум взрослым, не говоря уже о 3. Клиенты проголосовали кошельком. Фишка покупателям, что называется, не зашла и вскоре исчезла из каталогов. Что касается салона, то он был практически идентичен пикапу Dakota, что в очередной раз напоминает нам об окончательно наступившей эре всеобъемлющей унификации. Собственно, это и не удивительно, ведь ни о каком эксклюзиве в контексте Durango речь не шла. Первоначально автомобиль оснащался 5,2-литровым двигателем Magnum V8 мощностью в 230 кобыл, 4-ступенчатым автоматом и безальтернативным полным приводом. В 1999 году стала доступна и заднеприводная версия, а также 3,9-литровая V-образная шестерка с отдачей в 180 сил. Хотя с отсутствием эксклюзива мы малость погорячились. В том же году вышла спецверсия Shelby SP360 с компрессорным 360-сильным Magnum V8 с увеличенным до 5,9 литра объемом. Помимо внушительного поголовья под капотом, редкая комплектация оснащалась улучшенной отделкой салона с 4 раздельными сиденьями с боковой поддержкой, плюс вернувшийся рудиментарный третий ряд, а также усиленной подвеской, более мощными дисковыми тормозами на всех колесах и модернизированным под возросшие нагрузки автоматом. Всего было выпущено порядка 300 экземпляров. Каждый был окрашен в знакомую по Вайперу цветовую гамму – глубокий голубой с 2 продольными белыми полосами. За возможность разгоняться на двухтонной махине до 60 миль в час за 7,1 секунды и максималку в 230 км в час просили тогда $56 тысяч, в то время как стандартная комплектация обошлась бы вдвое дешевле. В 2000 году V6 канул в лету. Ему на смену пришел 230-сильный PowerTech V8 объемом в 4,7 литра, знакомый многим по Jeep Grand Cherokee. А версия Durango RT комплектовалась атмосферным 5,9-литровым двигателем, развивающим 245 лошадиных сил. Следующий модельный год отметился обновлением интерьера и появлением некоторых дополнительных опций. Так, были незначительно изменены панели отделки салона, рулевое колесо и приборная панель. Селектор раздаточной коробки перестал быть механическим и переехал с тоннеля на торпедо. Появился бортовой компьютер, двухзонный климат-контроль, а стереосистема в базе стала оснащаться 6 динамиками.
В 2002 опционально появились боковые подушки безопасности, а дисковые тормоза по всем углам стали частью стандартной комплектации. Первое поколение Durango, получившее имя в честь города Дюранго в штате Колорадо, который в свою очередь был назван в честь мексиканского штата Дюранго, не стало каким-то грандиозным рыночным хитом. Его годовые продажи были вдвое, а порой и втрое ниже, чем у того же Ford Explorer, к примеру. Однако, по крайслеровским меркам, Durango был весьма успешной новой моделью, реализация которой за 6 модельных лет лишь немного не дотянула до 900 тысяч экземпляров. Второе поколение модели впервые было показано в 2003 году на автосалоне в Детройте в виде концепта Durango RT. И в том же году стартовало производство серийной версии Durango. Важным нововведением по технической части стало внедрение рамы с замкнутым прямоугольным профилем. Это решение перекочевало с пикапов Ram и также было применено на модели Dakota. Задняя подвеска была основательно пересмотрена, что положительно сказалось на управляемости и плавности хода. Вторая генерация в сравнении с первой существенно раздалась в габаритах, что позволило серьезно увеличить объем багажного отделения и пассажирского отсека, который стал достаточно вместительным, чтобы пассажиры на третьем ряду после пары часов в дороге не начинали раздражать водителя скрипящими коленями. Экстерьер стал куда более массивным и дутым, что вполне укладывалось в общую канву американского видения дизайна середины нулевых. Что касается салонных опций, то Durango ничем не отличался от своих современников схожей ценовой категории и обладал всеми теми же стандартными приблудами, количество которых не будоражило воображение и в те времена, когда автомобиль все еще стоял на конвейере. Зато линейка силовых агрегатов расширилась знатно. На выбор клиенту предлагалось множество двигателей от 3,7-литрового Magnum V6 мощностью в 210 лошадиных сил до могучего Hemi объемом в 5,7 литра, развивающего вполне себе достойное 335 коней, подкрепленных моментом в 502 ньютон-метра. Durango второго поколения стал первым SUV концерна, который удостоился чести заполучить под капот легендарный нижневальный V8 с полусферическими камерами сгорания. В общем, не прошло и 10 лет, как клиентам предложили более внушительный табун в стандартной комплектации, безо всякого наддува и ограничений в тираже, продиктованных лимитированной версией. В 2007 году случился фейслифт, отметившийся измененной решеткой радиатора, капотом, фарами головного света и передними крыльями. Среди технических нововведений в ходе рестайлинга стоит отметить появление задних парктроников и системы электронного контроля устойчивости. А в начале 2008-го, под знаком 2009-го модельного, в угоду нарастающей экологической истерии был представлен и гибридный вариант Durango с двумя электромоторами, обеспечивавшими полностью электрический пробег в районе 40 километров. Но поскольку в связке с электродвигателями работал все тот же 5,7-литровый Hemi, суммарная мощность силовой установки составила 400 лошадиных сил. Несмотря на то, что гибридный Durango демонстрировал 45% улучшение топливной эффективности в городском цикле в сравнении с бензиновой версией Hemi Durango, а цена мопаровского гибрида, оснащенного по максимуму в единственно доступной комплектации Limited, была существенно ниже, чем у аналогичных джемовских гибридных SUV, адептов зеленых ценностей среди покупателей нашлось совсем немного. Было продано лишь около 8 сотен гибридов, причем в это число входили и гибридные версии соплатформенного SUV Chrysler Aspen. Модель Aspen, кстати говоря, стала чуть более роскошной версией Durango, поступив в продажу под знаком 2007 модельного года. Но, к сожалению, сам Durango второго поколения продавался не самым лучшим образом, поэтому начальство приняло решение полностью свернуть производство Chrysler Aspen и второго поколения Durango. В конце 2008 года завод в Ньюарке, где выпускались обе модели, был закрыт. Производством нового, третьего поколения Dodge Durango, дебютировавшего под знаком 2010 модельного года, занялась фабрика Jefferson North Assembly в Детройте. Там же был налажен выпуск нового Jeep Grand Cherokee поколения WK2. Третий Durango стал серьезным прорывом на фоне предшественника. You know, a lot of people will tell you about the Dodge Durango's available Hemi V8 engine and 360 horsepower, but I'm the only one with the guts to tell you about the glove box. Comfortably fits 2 turkey sandwiches, 6 ball-peen hammers, 70 packs of gums, 20 rulers. Oh yeah,
it comes standard. Очертания стали мускулистее, обводы агрессивнее, а формы куда более замысловатыми, при том, что сам силуэт смотрится не просто целостным, а словно выточенным из монолитного куска стали. В сравнении со вторым поколением, обладавшим глуповатой мордой и будто нарочито одутловатым обликом, новый Durango выглядит поджарым спортсменом, никогда не пропускающим тренировки и готовым в любой момент наброситься на турник, чтобы продемонстрировать окружающим, кто здесь самый крутой парень на районе. Экстерьер впитал в себя черты нового корпоративного стиля концерна, напоминая крайне удачный Charger, с поправкой на то, что это был полноценный SUV. Новое поколение Durango вышло именно самобытным, самостоятельным авто, а не просто раздутым седаном, созданным исключительно для того, чтобы окучить без лишних усилий еще одну рыночную нишу. Впервые на модели кузов стал несущим, а многие компоненты ходовой части были позаимствованы у Grand Cherokee в поколении WK2. На выбор предлагали два мотора: 290-сильный верхневальный Pentastar V6 и 5,7-литровый Hemi мощностью в 360 лошадей, агрегатированный с 6-ступенчатым автоматом в комплектации RT, появившийся впервые с 2001 года. Рекламируя новую версию Durango, производитель утверждал, что она обладает лучшей в классе тяговой способностью, составляющей 7400 фунтов или 3356 килограмм, и конкурирующему фордовскому Эксплореру до нее еще надо дорасти. В 2014 году случился рестайлинг третьего поколения. Внешне машина стала еще агрессивнее. Автоматические трансмиссии CDF обзавелись дополнительными 2 ступенями, число которых в итоге достигло 8. А в 2018 вышла бескомпромиссная комплектация Durango SRT. Старый, добрый, атмосферный Hemi с увеличенным до 6,4 литра объемом развивал 475 кобыл. И этого было вполне достаточно, чтобы катапультировать полноприводный сарай массой в 2,5 тонны до 60 миль в час за 4,7 секунды и проглотить 402 метра асфальта за 13,3 секунды. При этом возможность установить третий ряд сидений никуда не исчезла, равно как и не исчезла возможность тянуть за собой 4-тонный прицеп. Внешне автомобиль отличался собственным уникальным обвесом. Капот также обзавелся внушительным воздухозаборником и комплектом жабр. А за 20-дюймовыми колесными дисками скрывались вентилируемые дисковые тормоза Brembo с 6 поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади. Также под стать недюжинной дури была настроена подвеска, рулевое управление и выхлопная система. А уже в 2021 году мопаровцы не смогли отказать себе в удовольствии засунуть под капот 7-местного семейного кроссовера самый мощный силовой агрегат, который имелся в их распоряжении на тот момент. Монструозный Hemi Hellcat, тот самый с одноименной версией Челленджера, получив тем самым настоящий бешеный мопаровский сарай. 710 взбодренных нагнетателем лошадей позволяли кроссоверу разгоняться до 60 миль за 3,6 секунды и пролетать 402 метра за феноменальные 12 секунд. Собственно, упомянутый выше Challenger SRT Hellcat проделывал упражнение 0,60 за аналогичное время. Так что слава полному приводу. Максимальная скорость Durango SRT Hellcat составляла 290 км в час, и при этом вы по-прежнему могли погрузить в салон всю семью вместе с тещей и собакой, повесить на фаркоп свой любимый классический трейлер Airstream и отправиться куда глаза глядят, со всем комфортом, который только может предложить вам современный американский автопром. К сожалению, Hellcat был доступен исключительно для 2021 модельного года. Но, к счастью, уже в текущем 24-м безумный чемодан с 700 коней под капотом вернулся на конвейер. По технической части мало что изменилось. А то, насколько увеличилась диагональ мультимедии и через какое количество динамиков будет греметь ваша любимая музыка, думается, мало кого интересует. Тем более, что надрывный вой нагнетателя при полностью утопленной правой педали — это ли не лучшая музыка для всех тех, кто любит Dodge?
за то, что эта компания единственная в мире, кто в наше электрическое время может предложить вам семейный автомобиль с динамикой спорткара, 3 рядами сидений и способностью тянуть за собой 10-метровый автодом. И все это за $113 тысяч. Третье поколение Durango никогда не било рекордов продаж. Однако оно демонстрировало их удивительную стабильность с ежегодным тиражом в районе плюс-минус 65 тысяч экземпляров. Ну а общий тираж этих машин, реализованных с 1997 по 2023 год включительно, немного превысил 2 180 000 единиц.